Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какие бусины я купила себе. Так как на сайте Алиэкспресс таких нет, я нашла на сайте Ярмарка мастеров. И в наличии они очень редко бывают, или под заказ делать. Я списывалась с продавцом, зовут ее Наталья, еще, наверное, зимой. Она мне написала, что будут только в апреле. И вот недавно она мне в начале мая написала, что появились бусины в 4 цветах. Выбирайте, пока есть в наличии. Ну, я остановилась на вот этих 2 вариантах цветов, так как были и другие цвета. Вот, например, вот такой, как мы привыкли постоянно покупать на сайте Алиэкспресс. Были и такие. Но я остановилась пока на этих цветах. И еще я купила у нее вот такие чипсы. Посмотрите, какие красивые. Есть и бронзовые, и медные. Так как на сайте Алиэкспресс таких нету, они довольно-таки большие. Вот 15 миллиметров на 14, наверное. Очень красивые, посмотрите, как они сделаны. Такой рисуночек. И продаются они по 10 штучек. По-моему, хорошая цена. 10 штук. Я взяла сразу 20. Что такое 10 для нас? Проставить в украшения. Вот 20 штук может и закончиться сразу, если проставлять часто. Но очень качественные. И цвет хороший. И также я взяла и бронзовые 20 штучек. И еще нашла вот такие шапочки, посмотрите. Я недавно в распаковке показывала квадратные такие в медном цвете. И такие же я у нее увидела, только вот античное золото. Тоже 10 на 10 миллиметров. Посмотрите, а рисунок такой же. Одинаковый. Только цвет. И тоже, по-моему, по 10 штук все продается у нее. Сразу 20 штук я купила. Ну и подарочек, как написано, подарочек. Карабинчик и проставочные бусины мне положили. Спасибо за подарочек, всегда приятно. Любой подарок приятен. Ну и хочу я сделать сегодня украшения именно вот из этих бусин. Эти пока я отложу, посмотрю потом, что я буду делать с этими бусинами, так как варианты сразу у меня возникают несколько, какие же лучше сделать. Ниточка 50 сантиметров, достаточно такая длинная. Если здесь что-то проставлять, они будут совсем длинные. А я не хочу длинные бусы. Ну, примерно 50 и хочется. Хотелось бы, наверное, и покороче. Я уже думала, что может быть здесь какие-то вот столько убрать бусин и вот так закончить, чтобы были покороче. Или, как я себе сейчас планирую, середину найти. Здесь вот несколько бусин можно убрать, а на это место поставить, что я планирую еще. Вот посмотрите, как сделано. Мне вот это не очень нравится. И вот такие бусины, здесь их вот такая неровно. Но если они вот вместе так лежат, этого и незаметно практически, да? Но я думаю, что вот эту бусину я и уберу, скорее всего. Они все разные, как вы видите, по толщине. Ну и сначала я хотела и бусину поставить посередине. Видели, да, Александра Ивановна тоже показывала такие, купила бусы. И она делала и бусину здесь большую, крупную можно поставить. Но у меня таких нет, так как здесь 25 миллиметров самая большая бусина. И у меня такой бусины нет. Здесь бы красиво было смотрелась, наверное, крупная бусина, да? Но у меня такой нету. Нашла я у себя деревянные бусины и взяла, покрасила ее. У меня есть такая краска один в один. Ну и она тоже маленькая. Я возьму и померяю. Она какая-то неровно круглая, такая 23 миллиметра с этой стороны. 22. Вот такие деревянные бусины. Когда-то покупала много-много, чтобы бисером обшивать их. Вот. И я думала еще бисером обшить красиво, сделать бусину, подобрать цвет подходящий под вот этот. Ну, что-нибудь, чтобы как сделать акцент такой другого цвета можно. Синий красивый бисер подобрать и обшить бусинку. Тоже так хочу. Много чего хочу, как всегда. Но, наверное, я
остановлюсь пока на вот этом варианте. Вот такие мои любимые уже бусинки, как я делала украшения с ними. Мне очень понравилось. И я думаю, что вот в серединке я примерно 9-10 сантиметров, а может быть меньше, не знаю. Вот уберу я вот эти бусинки, потом я их могу, может быть, в другое украшение где-нибудь поставить, а может быть, потом верну. Я же могу поносить украшения и переделать, сделать другое. И вместо этих бусин я хочу поставить вот эти синенькие гавлитовые бусинки бирюзового цвета. Синенькие, говорю, бирюзовые, да? Если так сделать впереди. Но чего-то хочется еще добавить. Не знаю, у меня есть лава бусинки. Если взять поменьше диаметром, вот, надо пробовать, надо все это смотреть, как оно будет выглядеть. Я еще вот думаю. Или их на пины поставить, эти бусинки собрать и между где-нибудь проставить такие бусинки, или просто их набрать между несколькими бусинами. Ну, короче говоря, надо это смотреть, как это будет выглядеть в готовом виде. Ну, сейчас я буду делать все и потом уже вам покажу, что же у меня получится. Ну, попробовала я поставить в центр бусинку, вот такую ажурную, но что-то мне не очень нравится. Она маленькая и некрасиво смотрится. Она здесь теряется, на мой взгляд. И посмотрите, я нашла вот такие колечки. Диаметр хорошо подходит к большим бусинкам. Вот так становится. И здесь посерединке будет вот такая бусинка плоская. И когда зажимается вся конструкция, здесь, посмотрите, вот стоит она в центре и закрывает как бы бусину кокоса. Я попробовала уже, мне понравилось так. И с другой стороны я также поставлю, наверное, я уберу эту бусинку уже точно. И поставлю, наверное, вот такую, чтобы как-то закрепить. У меня 3 тросика. Я собираю на медный тросик. И чтобы они не двигались, все 3 тросика, поставлю вот такую бусинку. Всегда выручают, очень они мне нравятся, медного цвета. И эту же бусинку я покупала, так как и эту, в магазине Дом бусин. На сайте Алиэкспресс таких я не видела. И украшение мое готово. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот такая красота, на мой взгляд, смотрится оригинально. Я поставила вот такой крючок, застежка, оригинальный в стиле ретро. Хорошо подходит к украшению. Поставила вот такие колпачки. Внутри колпачков у меня кримпы 2. И протектор теперь я зажимаю по краям, куда мы проводим тросик. Это дополнительное крепление. Здесь двойное колечко. Ну а с другой стороны я поставила удлиняющую цепочку. И можно удлинить украшение или уменьшить. В любое звено проходит хорошо крючок. Вот так смотрится. Здесь бусинка. Поставила я плоские бусины гавлита 12 миллиметров. Поддержку бусинкам, капелькам. Ну и как здесь я вам показала, я поставила вот такие вот колечки. Они хорошо прилегают к кокосовым бусинам. И диаметр хорошо подошел. И оригинально выглядит сбоку так. Эта бусина хорошо держит все 3 тросика. И они вместе. Такой жгут толстенький получился. И по 3 бусинки, ну, на каждом тросике по бусинке. Получилось 3 бусинки лавы. Так поблескивают, сверкают. Тоже оригинально смотрится. И вот такое украшение у меня в итоге получилось. Если вам понравилось, напишите мне комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а на магазин я оставлю ссылку, где я покупала кокосовые бусины. Продавца зовут Наталья. Пока у нее в наличии есть такие бусинки.
И у нее не только такие бусины, у нее много интересных натуральных камней, и фурнитура у нее интересная. Может быть, вы захотите себе сделать такие. Покупайте, вдохновляйтесь, делайте. Я буду очень рада, если вам понравилось мое видео. Если понравилось, поставьте мне пальчики, лайки. Мне будет очень приятно. И заходите на мой канал Дзен. Подписывайтесь и делайте просмотры. Для меня это очень важно в данный момент. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.